Здравствуйте. Этот ролик посвящен вакцинации от ковида. Нужно прививаться или не надо? Какая прививка лучше? И, кстати, почему у привившихся возникает заболевание? В средствах массовой информации сейчас идет настоящая война. Надо вакцинироваться, не надо вакцинироваться. И создавая этот ролик, мы столкнулись с тем, что на сегодняшний день невозможно однозначно сказать, какая вакцина лучше, какая эффективнее, какая безопаснее. Дело в том, что уровень эффективности находится приблизительно на одном уровне – 90% и выше. И 92, 93, 94% для потребителя, в общем-то, не очень важно. Важно, насколько лично меня сможет спасти эта вакцина от ковида. Вопросы безопасности также неоднозначны, и это палка о двух концах. Но то, что описывается в средствах массовой информации как побочные эффекты, смертельные случаи, возникающие после вакцин, если мы посмотрим с точки зрения статистики, то количество их по отношению к числу привитых ничтожно мало и приближается к статистической погрешности. Мы представляем вашему вниманию некий сводный анализ эффективности и безопасности разных вакцин. И не дадим однозначного ответа, какую именно вакцину вам стоит выбрать, и скажем сразу, вакцинироваться необходимо. Это самый важный вывод в нашем выпуске. То, что мы сейчас наблюдаем в Российской Федерации, а конкретно в Москве, когда власти не могут справиться с взрывным ростом заболеваемости, говорит о том, что есть два основных пути. Это строгие ограничительные меры, карантин и вакцинация. Вот это позволит остановить пандемию. Причем сразу оговорюсь, что даже если мы сейчас начнем вакцинацию массированными объемами и быстрыми темпами, все равно необходимо время, чтобы этот метод заработал. Нужно около месяца для того, чтобы массивная, активная вакцинация показала свои плоды. Стремительное распространение инфекций по всему миру. Огромное количество смертей и тяжелых последствий. Врачи не справляются с болезнью. Огромное количество больничных коек забито пациентами, ИВЛ не хватает, и никто не понимает, а что делать, как лечить эту болезнь. Наконец, создаются вакцины, и при этом масса противоположных мнений. Стоит вакцинироваться, не стоит вакцинироваться. Я говорю сейчас не о ковиде, а о полиомиелите. Болезни, которая была кошмаром в середине 20 века. В середине прошлого века полиомиелит был главным убийцей детей и кошмаром родителей по всему миру – в США, Европе, СССР, Азии и Африке. Сегодня про него чаще всего говорят в связи с детской прививкой. Прививкой от болезни, которой больше нет. Точнее, почти нет. Полиомиелит – высококонтагиозное заболевание, вызванное полиовирусом. Он поражает нервную систему и может вызвать паралич и даже смерть всего за несколько часов. Полиомиелит поражает главным образом детей в возрасте до 5 лет. У одного из каждых 200 человек, зараженных полиомиелитом, наступает необратимый паралич, обычно ног. Из числа парализованных лиц 5-10% умирают при параличе дыхательных мышц, вызванном вирусом. Нет средств от полиомиелита. Полиомиелит можно предотвратить только с помощью иммунизации. 17 июня 1916 года. Бруклин, США. Официально объявлена эпидемия полиомиелита. Власти принимают активные меры по борьбе с ней. Семьи, в которых есть больные, помещаются в карантин. В Нью-Йорке закрыты кинотеатры, запрещены массовые мероприятия. Родители просят не пускать детей в парки развлечений, бассейны и другие общественные места. Тысячи людей покидают город из опасения заразиться. За год полиомиелитом в США заболевает более 27 тысяч человек. В то же время, в середине 50-х годов число заболеваний в СССР колеблется в интервале от 10 до 13 тысяч человек. А уже в 1963 году было зафиксировано всего 560 случаев заболевания, то есть число заболевших стало в 40 раз меньше, чем показатели до вакцinaционного периода. С января 1959 до конца 60-х годов в СССР было привито все население младше 20 лет. Это 77 миллионов человек. Быстрая вакцинация принесла удивительные плоды и помогла остановить страшную инфекцию. В условиях холодной войны две сверхдержавы США и СССР смогли преодолеть разногласия и сделали все возможное, чтобы победить полиомиелит. А теперь вернемся к современной действительности. И начнем с самого простого вопроса. А что такое, собственно, вакцина?
Что говорит нам официальное определение? Это медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретенного иммунитета к конкретному антигену. Давайте переведем это на обычный человеческий язык. Что мы делаем, когда мы вакцинируемся, когда мы впускаем вакцину в собственный организм? Первое. Мы учим нашу иммунную систему без лишних телодвижений, потерь и увечий справляться с инфекционным заболеванием в самые короткие сроки. Второе. Мы, образно говоря, превращаемся в конечное итоговое звено передачи этой самой инфекции, то есть дальше нас она уже никуда не идет. И это позволяет не заражаться окружающим нас людям. Третье. Вакцинация позволяет не умереть нам и людям, которым невозможно по состоянию здоровья проводить эту самую вакцинацию. Ну, например, тем, кто страдает тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, например, системная красная волчанка или что-то другое. Если вы думаете, что вакцина – это изобретение современное, то вы глубоко ошибаетесь. На самом деле, первые упоминания о вариоляции, так называется прививание здоровых людей жидкостью из пузырьков больных легкой формой натуральной оспы, встречаются еще в аюрведических текстах 1000 лет до нашей эры. По оценке ВОЗ, ежегодно проведение вакцинации спасает от 2 до 3 миллионов жизней. Вакцинация является наиболее эффективным методом предотвращения инфекционных заболеваний. Ликвидации оспы, ограничение таких заболеваний, как полиомиелит, корь, столбняк в большинстве стран мира – это полностью заслуга вакцинирования. Эффективность вакцинации была широко изучена и проверена. Например, в число вакцин, доказавших свою эффективность, вошла вакцина против гриппа, вакцина против вируса папилломы человека или, например, такая вакцина, как против ветряной оспы. Ограничение эффективности вакцины, тем не менее, существует. Иногда защита не срабатывает, потому что иммунная система хозяина человека просто реагирует неадекватно или вообще никак не реагирует. Отсутствие ответа обычно обусловлено какими-то клиническими факторами, как наличие, например, коморбидной патологии, диабет, использование стероидов, ВИЧ-инфекции, возраст. Также может потерпеть неудачу вакцинации по генетическим причинам, если иммунная система человека не содержит штаммов Б-клеток, которые могут генерировать антитела, подходящие для эффективной реакции. И, кстати, люди, получившие вакцину от ковида, заболевают. И это связано не с тем, что вакцина плохая. Либо генетические причины существуют для этого, либо штаммы, которые начинают бомбардировать нашу человеческую популяцию с разных сторон, потому что вирус ковида постоянно мутируется, они создают предпосылки для того, что в данном случае вакцина может быть недостаточно эффективна. Но известные работы, их сейчас очень много, показывают, что если человек провакцинировался, то степень тяжести ковида у него совершенно иная. Протекает он значительно легче, без тех фатальных и тяжелых побочных эффектов. Ниже вы увидите ссылки, где подробно вы можете ознакомиться с этой информацией по данному вопросу. И все-таки, почему люди боятся прививок? И от чего в некоторых странах так низок процент привитых? Ну вот посмотрите на график, где видно, что, скажем, в Израиле более 60% населения привилось. В Соединенных Штатах Америки более 50% населения страны тоже привиты. Такая же ситуация в Великобритании. А вот, скажем, в России, к сожалению, процент ничтожно мал. И это, наверное, причина того, что когда делались первые шаги по организации вакцинации, по промоушену, продвижению созданных, и подчеркну, и, наверное, не раз я подчеркну этот факт, что именно в России была создана впервые вакцина против ковида, которая стала применяться широко. К сожалению, та проблема, с которой мы сталкиваемся, недоверие к государству со стороны населения, прямо пропорционально количеству привитых. Там, где население доверяет своему государству и тем мероприятиям, которые вводятся государственными структурами, процент вакцинированных намного больше. Итак, о мифах вакцинации. Миф первый.
Вакцины опасны и приводят к тяжелым последствиям. ВОЗ утверждает, что тяжелые или долгосрочные побочные эффекты встречаются крайне редко. Шанс столкнуться с серьезной неблагоприятной реакцией организма на введение вакцины составляет 1 к миллиону. Да, вакцины могут вызывать разнообразные побочные эффекты. Это повышение температуры, ломота, покраснение, боль или зуд в месте инъекции. Но, как правило, такие симптомы проходят в течение буквально нескольких дней. Вакцинация, проводимая в детстве, в целом безопасна. Как невролог могу сказать, что да, случаются тяжелые, непростые случаи, когда после введения вакцины возникают побочные эффекты со стороны центральной нервной системы. Но таких феноменов, таких ситуаций встречается крайне мало. Частота этих побочных эффектов зависит от конкретно рассматриваемой вакцины. И некоторые побочные эффекты, о которых мы говорим, жар, боль в месте инъекции, мышечные боли, они могут возникать достаточно часто. Кроме того, у некоторых людей возникают и аллергические реакции на ингредиенты вакцины. Миф второй. Вакцина приводит к необратимым тяжелым эффектам. Например, вакцина приводит к развитию аутизма. Для кого-то это покажется совершенно парадоксальным и странным, но в 1998 году в одном уважаемом медицинском журнале вышла статья, где автор высказался о связи вакцины против кори паротита краснухи с аутизмом. И тут поднялась такая волна негодования, реакция, ведь поскольку затронута самая болезненная тема для любого взрослого человека – ребенок и его здоровье. Позднее были найдены серьезные ошибки и намеренные искажения исследований, допущенных автором этой статьи. Статья была отозвана тем же самым журналом, но, как говорят в таких случаях, осадок-то остался. Паника уже набрала чудовищные обороты, и это повлекло за собой отказы от прививок и, как следствие, вспышки заболеваний, контролируемых этой самой вакциной. В начале 2021 года 82 вакцины-кандидата находились на стадии клинических исследований, а 182 вакцины на стадии доклинических проектов. Если мы стандартную ситуацию рассмотрим с вами по созданию любой вакцины или какого-то иного препарата, то от создания молекулы до производства, фабричного производства, проходит гигантское количество времени – 10, а то и 15 лет. Предыдущий опыт создания вакцин против родственных вирусов позволяет производить вакцину намного быстрее. В нынешних условиях, военных условиях, так можно сказать, когда ситуации подобному военному времени, промедление смерти подобно в прямом смысле этого слова, были сделаны, и, собственно, они были необходимы, нестандартные шаги по созданию и вакцины, и проведению клинических исследований этих молекул. С декабря 2019 года, когда был зафиксирован первый случай заболеваний, и до марта 2020 года успели провести 300 исследований. К апрелю 2020 года было 83 препарата, которые находились на разных стадиях доклинических, а потом и клинических исследованиях на людях. 11 августа 2020 года. Знаменательное событие. Российская Федерация создает вакцину, первую вакцину Камквит-Вак, спутник, которая призвана защитить нас от этой страшной инфекции. И вашему вниманию я хочу представить обзор, в котором мы будем сравнивать не только спутник, но и другие вакцины, созданные в миру. Первое. Вакцина компании Pfizer и BioNTech. Это РНК-вакцина, в основу ее положены технологии, которые разрабатываются уже на протяжении нескольких десятилетий, но никогда ранее она не применялась ни в одной одобренной вакцине. Ее главный компонент – молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене, белке вируса SARS, который является возбудителем COVID-19. Когда эта молекула попадает внутрь человеческой клетки, там синтезируется белок, а наш организм производит на него иммунный ответ. Именно с применением этой новой технологии и связан один из главных недостатков этой вакцины. В отличие от большинства других, созданных по старым технологиям, ее нужно хранить при температуре минус 70 градусов. Очевидно, что для этого требуется специальное оборудование. Сегодня эту вакцину могут использовать люди в возрасте от 16 лет, а испытания с участниками более младшего возраста продолжаются. Для вакцинации необходимо вводить 2 дозы с интервалом в 3 недели.
По данным компании Pfizer, эффективность вакцины составляет 95%. Это очень хороший показатель по сравнению со многими другими вакцинами от иной патологии. Как и большинство других типов вакцин, она не может стать причиной заболевания, от которого защищает, в данном случае COVID-19, даже теоретически, поскольку не содержит вирусных частиц и они не используются в процессе производства вакцины Pfizer. Кроме того, она даже теоретически не может повлиять на геном человека, о чем часто говорят критики этой вакцины. В клинических испытаниях не участвовали люди, у которых ранее наблюдалась сильная аллергическая реакция на другие вакцины. Во время клинических исследований к вакцины Pfizer случаев такой реакции не было, но при применении за рамками испытаний они наблюдались. Производитель изучает все подобные случаи и отмечает, что в местах вакцинации должны быть все условия для того, чтобы оказывать необходимую неотложную медицинскую помощь, если она понадобится. Кстати, это правило действует и для других вакцин. Вакцина не проходила исследований на беременных, поэтому нет достаточной информации о том, будет ли она безопасной для будущей матери и ее ребенка. Но в ближайшее время производитель компании Pfizer хочет начать такое исследование. Это самая первая вакцина, которую начали применять в Соединенных Штатах Америки в рамках так называемого разрешения на экстренное использование. Это означает, что, учитывая серьезность ситуации с эпидемией, ей дали зеленый свет по ускоренной процедуре. Она также применяется в ЕС и Великобритании. Теперь еще об одном представителе РНК-вакцин. Это вакцина от компании Moderna. Она предназначена для людей в возрасте от 18 лет и старше. Препарат вводится внутримышечно дважды с интервалом в 1 месяц. Ее эффективность после первой дозы, по заявлению производителя, составляет 92%. Противопоказана она тем, у кого была сильная аллергическая реакция на первую дозу или подобная реакция на любой из компонентов вакцины мог возникать. Кроме молекулы МРНК, в ее состав входят липиды, полиэтиленгликоль, ацетат натрия и некоторые другие вспомогательные вещества. Беременные должны проконсультироваться со своим врачом, если они рассматривают возможность сделать прививку от COVID-19 именно вакциной Moderna. Производитель отмечает, что после вакцинации у пациентов может возникнуть ряд побочных реакций, такие как боль в месте инъекции, отеки, покраснения, усталость, головная боль, озноб или боли в суставах. Существует также вероятность, что в течение 1 часа после инъекции у человека может возникнуть сильная аллергическая реакция, проявляющаяся в затруднении дыхания, сильном сердцебиении, отеке лица и горла. В таком случае необходимо обратиться за неотложной медицинской помощью. Впрочем, это предостережение касается и любой другой вакцины. Эту вакцину компании Moderna, пока не одобрил американский регулятор FDA, но в Соединенных Штатах Америки она также применяется в рамках разрешения на экстренное использование. Кроме того, его использование разрешено в ЕС, Великобритании и Канаде. Вакцина Covishield – векторная вакцина, разработанная компанией AstraZeneca, Институтом Дженнера, Оксфордским университетом Великобритании. В отличие от РНК-вакцин, разработанных Pfizer и Moderna, это так называемая векторная вакцина, а вектор – это вирус, который не вредит организму человека, и его главная задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет. В вакцине AstraZeneca в качестве вектора используется вирус обезьяньего аденовируса, который никакой угрозы для человеческого организма не представляет. Он доставляет в клетки человеческого организма ген, в котором закодирован белок, так называемого ШИПа, SARS. Клетка синтезирует этот белок, и организм человека начинает вырабатывать иммунный ответ. Одно из преимуществ вакцины от AstraZeneca по сравнению с уже использующимися РНК-вакцинами заключается в том, что она может храниться длительное время при температуре 2,8 градусов Цельсия. В некоторых странах, несмотря на то, что вакцина там уже используется, ее не рекомендуют людям старше 55 лет. Это связано с тем, что нет достаточных данных об эффективности и безопасности вакцины для этой возрастной группы. Препарат вводится внутримышечно дважды с интервалом в 1 месяц. В конце ноября прошлого года AstraZeneca сообщила о положительных результатах 3-й фазы клинических исследований. В Бразилии, Великобритании в этих исследованиях приняло участие более 23 тысяч человек. Вакцину испытывали по разным схемам, поэтому и средняя эффективность была различной. Лучший результат 90% был получен в той группе, где сначала участники получали половинную дозу, а через месяц уже полную.
Если же с интервалом в месяц давать 2 полные дозы, эффективность вакцины составляла лишь 62%. Здесь стоит упомянуть о том, что год назад FDA установил планку эффективности для будущих вакцин от ковида на уровне 50%. В начале февраля этого года AstraZeneca сообщила новые результаты клинических исследований своей вакцины. Уже после первой дозы эффективность вакцины, по их мнению, составляет 76%, а после второй, сделанной не менее чем через 3 месяца, 82%. Производитель утверждает, что во время испытаний не было ни одного случая серьезной побочной реакции. Вакцину разрешили применять в Великобритании и ЕС. Кроме того, использование этой вакцины одобрено и в Бразилии, Индии и некоторых странах Латинской Америки и Азии. Однако в апреле 2021 года Европейское медицинское агентство признало существование связи между вакцинацией вакциной AstraZeneca и случаями тромбообразования у вакцинированных ею граждан. Очень важно, что EMA не сочла нужным отказываться от вакцины AstraZeneca. Цитата. «COVID-19 связан с риском госпитализации и смерти. Указанное сочетание тромбозов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, и совокупные преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски нежелательных явлений». Конец цитаты. Именно так заявило Европейское медицинское агентство. По данным EMA, из 34 миллионов провакцинированных этой вакциной лишь 169 пациентов испытали вот этот самый побочный эффект тромбообразования. Иными словами, вероятность тромбозов была исчезающе мала. Вакцина компании Johnson & Johnson. Это еще одна векторная вакцина, вроде тех, что разработана компанией AstraZeneca и Центром Гамалея Российской Федерации, используется в данном случае не реплицирующийся генетически модифицированный аденовирус. Среди ее преимуществ – возможность хранения в обычном холодильнике, как это можно делать с другими вакцинами, сделанными по классическим технологиям. Вводится она внутримышечно в конце этого года. Производитель сообщил, что по результатам исследований ее эффективность составляет 66%, но с вероятностью 85% она защищает, внимание, от тяжелых форм ковида. Во время клинических исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов. Вакцина также прошла экспертизу Европейского медицинского агентства и FDA. Представитель китайской медицины. CoronaVac. Вакцина, разработанная Sinovac Biotech. Это инактивированная вакцина, то есть ее главный компонент – нежизнеспособные вирусные частицы. Они не могут вызвать болезнь, но вызывают иммунную реакцию. Это старая испытанная технология, которая используется для производства очень многих вакцин. В отличие от РНК-вакцин, она также может храниться при температуре 2,8 градусов, как и некоторые другие ее конкуренты. Вводится внутримышечно 2 дозами. Китай еще летом разрешил использовать эту вакцину для людей из групп риска. Сейчас доступны предварительные данные 3-й фазы клинических исследований из разных стран, и вот они заметно разнятся. В частности, в Турции, например, ее эффективность была на уровне 91%, а в Индонезии всего 65%. В Бразилии она оказалась на уровне лишь немногим выше 50%. Вот такой размах по эффективности вызывает немало критики и сомнений в ее надежности. Исследования, проведенные в Индонезии, не выявили серьезных побочных эффектов. Худшее, что наблюдалось, это лихорадка, которая проходила через несколько дней. На данный момент эту вакцину разрешили или хотят использовать у себя такие страны, как Боливия, Чили, Филиппины, Сингапур, Турция, Таиланд и некоторые другие. Ну а теперь о российских представителях вакцин от COVID-19. Эпивак Корона Российской Федерации. Это рекомбинантная пептидная вакцина. У вакцинированного Эпивак короной человека формируются антитела не только на пептиды шиповидного белка, но и другие антигены, присутствующие в вирусе. При этом примечательно, что обнаружить эти антитела, возникшие благодаря этой вакцине, возможно лишь посредством специальной тест-системы, разработанной именно под вектор. И сделать это можно лишь только в нескольких лабораториях Москвы. Сами понимаете, что это ненормальная ситуация. Поэтому вокруг этой вакцины создается определенное скандальное облако. И вот в январе 2021 года публикуется открытое письмо к Министерству здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзору и производителю компании «Вектор», в котором заявляется, что выработка антител после вакцинации значительно ниже заявленной. У более чем 50% участников испытаний антитела не образуются. У остальных количество образовавшихся антител вообще незначительно.
При этом сами добровольцы заявляют, что отрицательные результаты были получены при использовании разработанной и рекомендованной вектором тест-системы. В марте 2021 года участниками были опубликованы результаты уже собственных исследований в независимых российских лабораториях, согласно которым даже с помощью тест-системы вектора антитела выявлялись, внимание, только у 70-75% привитых эпивак короной, а по результатам других тестов, других производителей, вирус нейтрализующие антитела не были вовсе обнаружены. Участники заявили, что ни один из образцов плазмы, взятых у пациентов, вакцинированных эпивак короной, не смог нейтрализовать живой вирус ковида. А теперь о лидере, том самом первенце в гонке по созданию вакцин от COVID-19, вакцине «Спутник» Российской Федерации. Технологической платформой, на которой была создана эта вакцина, это вирусный вектор, инструмент, который, как я уже говорил, используется для доставки генетического материала в клетки. Эта технология была впервые использована еще в 70-х годах, то есть исследованием конкретно этого механизма доставки в организм участка вируса уже, внимание, более 50 лет. В спутнике используется нереплицируемый вирусный вектор, то есть вирус, лишенный гена размножения, поэтому он не представляет опасности заражения для вакцинирующегося. Вектор используется лишь для транспортировки в клетку вакцинируемого организма генетического материала из другого вируса, против которого и создана вакцина. Конкретно в качестве вектора в вакцине «Спутник» используется аденовирусный вектор. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов человека и в обычном состоянии вызывающие ОРВИ, аденовирусную инфекцию, уже в 90-х годах стали использоваться для создания векторов. Технология использования аденовирусных векторов в качестве векторных вакцин является и безопасной, и подтверждена она во многих клинических исследованиях с высокой степенью доказательности. На данной технологической платформе были созданы 3 вакцины против лихорадки Эбола, с помощью которых вакцинировано огромное количество людей, 60 тысяч человек в Африке, Китае и России. Были одобрены 2 препарата против рака, использованные для терапии у 30 тысяч человек в Китае. Проведено более 250 клинических исследований. Проведены или ведутся исследования по долгосрочной безопасности, в том числе и отсутствие так называемого риска канцерогенности или еще одного очень серьезного осложнения – снижения фертильности. По данным статьи, которую сейчас широко цитируют, она была опубликована в журнале Lancet, вакцина «Спутник» является и безопасной, и эффективной в применении. Препарат вводят внутримышечно дважды с интервалом в 3 недели. С осторожностью эту вакцину назначают людям с хроническими заболеваниями печени, почек и некоторой другой коморбидной патологии. А вот теперь о скандалах вокруг вакцины «Спутник». Группа иммунологов и биологов из различных стран опубликовали открытое письмо в журнале Lancet, в том самом журнале, в котором была публикация статьи, посвященной эффективности и безопасности спутника. И они поделились своими сомнениями, серьезными сомнениями о данных клинических испытаний российской вакцины. Были сделаны заключения о сомнительности выводов по эффективности и безопасности этой вакцины. Авторы критической статьи проанализировали аргументы создателей вакцины и пишут о том, что существует множество несоответствий предоставленных данных. Например, ряд очень необычных и подозрительных совпадений. В частности, вакцина, согласно официальным данным, показала почти одинаковую эффективность для всех возрастных категорий. Отсутствует, так скажем, прозрачность при проведении клинических испытаний 3-й фазы и четких правил ее проведения. На это ссылаются авторы критического материала. Главный источник их опасений, однако, что не были опубликованы данные об испытаниях, без которых, по мнению авторов, объективно оценить результаты невозможно. Ранее эта же группа авторов уже выражала сомнения о опубликованных результатах исследований по 1-й и 2-й фазе, в которых разработчики «Спутника» говорили о высокой эффективности и безопасности этого препарата. Позже разработчики вакцины, российские исследователи, в том же журнале Lancet ответили на это письмо с критикой предоставленных данных. Они утверждают, что и безопасность, и иммуногенность спутника подтверждены множеством исследований, в том числе и в Аргентине. А вот здесь я хочу обратить ваше внимание. Почему-то в Аргентине
а не в Российской Федерации, были получены очень серьезные и впечатляющие данные по эффективности и безопасности этой вакцины. И вот тут я должен остановиться особо на ошибках, которые были сделаны, с позволения сказать, промоутерами вакцины «Спутник». Уже в самом дебюте, вместо того, чтобы честно говорить о том, что да, сейчас идут клинические исследования третьей фазы, и что еще мы должны испытывать эту вакцину. Да, она, на наш взгляд, очень эффективна. Начались некие политические игры, ничего общего не имеющие с реальной, серьезной наукой. И это вызвало очень серьезные, мягко сказать, опасения, недовольство и, грубо говоря, неверие в то, что в России что-то могут сделать стоящее. На самом деле, уже сейчас видно, что вакцина «Спутник» эффективна. И когда говорят, нет клинических исследований, да они уже на этом этапе уже завершены. И есть материал о 20 тысячах добровольцев, которые показали, этот материал показал, что эффективность составляет около 92% у вакцины «Спутник». Это приблизительно то же самое, что показали вакцины Модерна и Pfizer. Да, небольшая часть участников, получивших настоящую вакцину, а не плацебо, во время клинических исследований заболели коронавирусом. Но ни у одного из них эта болезнь не перешла в тяжелую форму. Вакцина «Спутник» показала свою эффективность, кстати, у людей в возрасте 60 лет и старше, но ее не испытывали на несовершеннолетних, беременных и кормящих матерях, поэтому как эта вакцина действует на эти группы, пока неизвестно. Каких-либо угрожающих жизни реакций, связанных с вакцинацией вакцины «Спутник», не наблюдалось. Вакцина «Спутник» зарегистрирована более чем в 50 странах мира. Кроме России, массовая вакцинация идет в Аргентине и Сербии. Ряд стран ЕС выразили готовность ее закупить в случае одобрения европейским регулятором. Кстати, вот сейчас на данный момент идет рассмотрение заявки Российской Федерации по одобрению в Евросоюзе этой вакцины. А теперь мне хотелось бы затронуть очень болезненную тему. Почему в России провалилась вакцинация от ковида? И в ответе на этот вопрос в этой формуле есть две очень важные составляющие – Г и В. Г – это государство, а В – это ваша жизнь и сама вакцина. И мне кажется, вот существующая ситуация – это своеобразная модель поведения взрослого и ребенка. Вот наше российское государство относится к людям очень часто с позиции такого взрослого, такого, который поучает, направляет, вот это неразумное маленькое дитя, и с нами, со всеми порой разговаривают, мягко говоря, как с каким-то малышом, а грубо говоря, как с дебилами. Но вот эти неразумные дети, то есть мы с вами, в общем-то, тоже отвечаем взаимностью. И сейчас я вижу абсолютно инфантильный подход в очень сложной ситуации. Посмотрите, как полыхает Москва, Санкт-Петербург и многие регионы от взрывного характера роста заболеваемости. Это принцип такой: я лучше назло бабушке уши отморожу, не буду вакцинироваться, сделаю липовую справку, потому что государство плохое, и я ему не верю. Давайте думать не только о том, что государство плохое, хорошее, что оно бывает часто к нам несправедливо и обманывает нас, а о важности момента, о том, что с помощью вакцинации мы с вами спасаем жизнь и самим себе, и нашим близким, которые нуждаются в высокой степени социальной ответственности и партнерства именно со стороны нас. И, как правило, если начать расспрашивать человека, почему он отказывается от прививки, выплывает однозначный факт: мы не доверяем СМИ, не доверяем государству. И тем более не верим, что с его стороны так активно что-то промотируется, значит, точно хотят нас обмануть. Вот здесь мы как раз и предлагаем вам отделить зерна от плевел. Есть политика, а есть медицина и наука. И есть опыт российской науки, которая десятилетиями разрабатывала разные вакцины. Благодаря именно этой работе были побеждены такие смертельные заболевания, как полиомиелит и оспа. И вся современная российская наука базируется в том числе на открытиях, сделанных еще в советское время, когда жизнь гражданина значила много больше, чем сейчас. Вот давайте уберем из нашего уравнения недовольство государством
и его порой бестолковой пропагандой. К сожалению, власть имущие забыли, как нужно говорить с нами, как нужно говорить с людьми и вообще, что нужно для них делать. Давайте оставим только самые важные слагаемые. Ваша жизнь, жизнь ваших близких и жизнь людей со сложной, тяжелой аутоиммунной патологией, которым априори нельзя делать прививку в силу их основной болезни. Вот они самые уязвимые от вируса ковид. Нет никаких научных данных о том, что за десятилетия применения вакцин возникли какие-то отложенные во времени реакции. Нет никаких данных о влиянии вакцины на аутизм, чипирование, естественно, какая-то та дурь, которая сейчас льется в интернете. Зато есть огромная доказательная база, говорящая нам о том, что приняв на себя ответственность за жизнь свою и окружающих, и сделав прививку от ковида, мы сможем остановить, наконец, эту пандемию и вернуться к нормальной жизни. Берегите себя, будьте здоровы. Подписывайтесь на YouTube-канал «Нейронаука» с Эдуардом Якуповым и, пожалуйста, оставляйте комментарии, любые комментарии. Они помогут, во-первых, сделать нашу работу лучше, и очень важно, что ваши любые комментарии будут продвигать этот выпуск и помогут сделать так, чтобы его увидели много больше людей.